Если бы вы открыли карту морских катастроф за последние 30 лет, то Бермудский треугольник сразу бросился бы вам в глаза. Эта область между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико десятилетиями была настоящим магнитом для самых страшных и необъяснимых исчезновений. Еще 40 лет назад в отчетах Международного агентства морской безопасности регулярно появлялись свежие инциденты. Огромные сухогрузы, пассажирские лайнеры и даже военные самолеты исчезали здесь буквально без следа. На диаграммах того времени каждый Новый год отмечался десятками новых красных точек, символизирующих пропавшие суда и самолеты. Статистика порой шокировала даже опытных специалистов. Только за 10 лет, с начала 70-х по начало 80-х, неподалеку от Багамских островов исчезло более 15 судов, и ни одно из них не удалось найти. Но если заглянуть в обновленные отчеты за последние 5 лет, то на карту словно кто-то наложил невидимый ластик. Практически все сообщения о пропажах с этого участка Атлантики прекратились. Исчезло то самое скопление тревожных красных меток, что годами сгустками нависало над этим районом. В архиве Национального управления по безопасности на транспорте нет ни одного крупного исчезновения в зоне треугольника с весны 2018 года. Эту перемену заметили не только исследователи-океанологи. Капитаны круизных лайнеров рассказывают, что их спутниковые карты, некогда испещренные пометками о запретных зонах, сегодня выглядят как обычные маршруты вдоль Флориды и Карибских островов. При этом, если рассмотреть статистику по всему миру, общее число морских происшествий практически не изменилось. Акватории у берегов Японии, Индонезии и Южной Африки до сих пор остаются опасными. Но именно Бермуды внезапно стали казаться чуть ли не одной из самых спокойных частей Атлантики. Современные карты морских катастроф, составленные международной группой Lloyd's Register и обновляемые в реальном времени, показывают, с осени 2019 года здесь не зафиксировано ни одной загадочной пропажи, ни гражданских, ни военных судов. Более того, служба береговой охраны США за этот же период не раскрыла ни одного поиска, связанного с необъяснимым исчезновением. Эта аномалия не могла остаться незамеченной учеными и спецслужбами. В архиве Университета Майами хранятся карты с плотностью происшествий по десятилетиям. Разброс инцидентов с 50-х по 90-е удивляет своей регулярностью, но начиная с конца 2000-х плотность резко снижается. Метеорологические службы также не зафиксировали никаких уникальных погодных изменений, которые могли бы объяснить исчезновение аномалии стандартными причинами. Штормы, ураганы, подводные вулканы действуют и сегодня, но необъяснимых потерь нет совсем. В свое время в этот район даже не рекомендовалось заходить без специальных разрешений для исследовательских судов. А теперь огромные круизные лайнеры регулярно проходят сквозь этот участок без малейших происшествий, а частные яхты все чаще отмечают его как обычный и безопасный пункт маршрута. Еще 10 лет назад карты крупных страховых компаний содержали специальные пометки «Повышенная зона риска», а сегодня никаких особых тарифов для судов, движущихся через треугольник, уже не существует. Специалисты по навигации отмечают, что крупные паромы и даже небольшие грузовые суда, проходящие через этот район с начала 20-х годов, ни разу не сообщали ни о странных магнитных отклонениях, ни о сбоях навигационных систем. Все это резко отличает новые карты морских катастроф от тех, что составлялись еще в 90-е. На современных вариантах этот участок почти ничем не выделяется от других частей Карибского моря. Именно такие изменения и породили целую волну исследований, чтобы понять, действительно ли загадочная аномалия исчезла или просто притаилась. Ответы стали искать не только на море, но и с помощью спутников на орбите, которые открыли еще более необычные детали. Когда исследователи получили доступ к свежим спутниковым снимкам, они ожидали увидеть привычные картины густых облаков, странных водоворотов и световых всполохов над Бермудским треугольником. Еще в середине 2000-х ученые НАСА сообщали о периодических вспышках необычно высокой электромагнитной активности в этом секторе Атлантики. На изображениях, полученных со спутника Терра, можно было различить даже легкие круговые разломы на поверхности океана, будто кто-то огромной невидимой рукой опустился в воду. Каждое подобное фото тут же становилось сенсацией, вызывая споры и теории в ученом сообществе. Однако, начиная с весны 2020 года, поступающие снимки начали демонстрировать поразительно спокойную картину. На слоях инфракрасного диапазона исчезли контрастные пятна температурных аномалий, которые раньше появлялись почти каждый месяц неподалеку от Багамских островов. Спутник Landsat показал,
Температура поверхности воды в центре треугольника теперь не отличается от окружающего океана вплоть до сотых долей градуса по Фаренгейту. Оказалось, даже в периоды мощных тропических циклонов никаких четких следов воздействия неизвестных сил на поверхность океана не фиксируется. Радарные снимки, снятые с орбиты Европейским космическим агентством в августе 2021 года, продемонстрировали еще один неожиданный факт. Привычные искаженные формы облаков, из-за которых еще 15 лет назад строились гипотезы о странных воздушных потоках, полностью исчезли. Напротив, структуры облачности в зоне треугольника теперь ничем не отличаются по плотности и составу от соседних регионов Атлантики. Даже в периоды серьезной влажности, когда в начале 2000-х здесь зафиксировали аномально низкое отражение радиосигналов, никаких отклонений больше не видно. Пожалуй, самый неожиданный для ученых результат дал спутник Sentinel, аппарат Европейского агентства, способный различать мельчайшие изменения водной поверхности. Именно этот спутник 27 октября 2022 года передал четкие изображения всей зоны треугольника, где еще не так давно отмечались гигантские круговые выбоины и неопознанные следы исчезновения крупных объектов. Теперь же вся акватория выглядит совершенно однородно, а глубина и отражаемость воды не показывают ничего сверхъестественного. Интересно, что на этих фото полностью исчезли и знаменитые так называемые белые полосы, протяженные светлые пятна с идеально ровными краями, которые с конца 80-х считались возможным следом работы неизвестных природных или даже искусственных сил. В отчете специалистов корпорации Boeing, опубликованном весной 2023 года, прямо говорится: ни одна из сотни новых серий спутниковых снимков не обнаружила признаков прежней аномальной активности на поверхности воды. Данные с геостационарных спутников ГОЭС, используемых Национальной океанической и атмосферной администрацией США для анализа электромагнитного фона, тоже не добавили загадочности. Там, где с конца 60-х до середины 90-х иногда отмечались всплески магнитного поля, теперь все спокойно. Уровни не выходят за стандартные значения для Атлантического региона. Все попытки вычислить отличия по ночному свечению океана с помощью спутниковых камер высокого разрешения тоже не увенчались успехом. Если еще 10 лет назад фиксировались загадочные пятна яркости, появлявшиеся и исчезавшие в течение нескольких часов, то последние обзоры показывают абсолютно чистое ночное небо и равномерное отражение света поверхностью моря. Серьезный интерес у специалистов вызвал и новый эксперимент. В начале 2023 года команда исследователей из Университета Флориды провела серию сравнительных анализов спутниковых снимков разных лет. Они накладывали слой за слоем архивные и свежие снимки, пытаясь найти хоть какие-то признаки исчезнувшей аномалии. Рябь воды непривычной формы, необычные завихрения, световые эффекты. Результат оказался однозначным. Ни один современный спутник, даже с разрешением в несколько футов, не продемонстрировал признаков прежних загадочных явлений. Таким образом, несмотря на десятки лет сенсационных сообщений и настоящей охоты за любыми следами необъяснимых явлений, сегодняшние спутниковые снимки словно подчеркивают: Бермудский треугольник исчез не только с карт морских катастроф, но и с орбитальных снимков. Ученые все чаще задаются вопросом: если на спутниковых кадрах нет никаких следов исчезнувшей аномалии, заслуживает ли это объяснение из разряда обычных природных процессов или здесь сработала совершенно иная сила? Именно такие перемены и заставили отправиться в море новые экспедиции, чтобы проверить выводы снимков собственными глазами и собрать реальные доказательства загадочного исчезновения треугольника. Когда на суше и в космосе фиксировалась необъяснимая тишина вокруг Бермудского треугольника, именно морские экспедиции стали главным инструментом проверки всех новых данных. Самыми первыми на воду вышли исследователи Национального океанографического института США весной 2021 года. Их корабль, оснащенный самыми современными эхолотами и магнитометрами, пересек весь район между Багамскими островами и Флоридой. Исследователи записывали каждый сбой, каждый необычный сигнал, но за 6 дней путешествия не столкнулись ни с одним из ранее известных эффектов. Даже во время работы глубинных сканеров, которые еще в середине 2000-х часто фиксировали странные пустоты под дном, приборы теперь показывали ровную и предсказуемую картину: плотное отложение песка, стандартные показатели солености и температуры воды, отсутствие даже намека на какие-либо аномальные изменения.
В отчетах капитана экспедиции Пола Деверо есть интересная заметка. Несмотря на использование экспериментальных подводных дронов, специально оснащенных для поиска неидентифицированных объектов, за 3 десятка часов патрулирования не было замечено ни одной необычно крупной структуры, ни в толще воды, ни на дне. Дроны маневрировали между рифами в северной части треугольника и передавали на судно лишь стандартные изображения кораллов, морских обитателей и привычных для этой части Карибского моря песчаных наносов. Схожие результаты получили специалисты из Франции, которые летом 2022 года провели собственную серию погружений. Их судно «Морской Феникс» оборудовали камерами с ночным видением, чтобы фиксировать возможное появление световых пятен, о которых часто сообщали экипажи торговых судов в 90-х. За весь период экспедиции не было зафиксировано ни одной вспышки, ни малейших признаков резкой перемены температуры воды в ночное время. Французские исследователи делились отчетами на конференции в Париже. Ни одного сбоя электроники, ни внезапных пропаданий сигнала GPS, даже пронзительные сигналы гидролокаторов проходили без малейших помех. Особое внимание привлекла совместная миссия с участием группы из Японии и США, прошедшая в октябре 2022 года. Целью исследования была проверка магнитных отклонений, которые еще во второй половине 90-х доводили до паники пилотов малых самолетов. Специалисты не только проложили на поверхности несколько длинных маршрутов от побережья Флориды до Бермуд, но запустили специальный автономный буй с оборудованием для слежения за микроколебаниями магнитного поля. За всю неделю работы прибора не зафиксировали ни одного скачка, все показатели оставались на базовом уровне, одинаковом с соседними районами Атлантики. Много шума наделала и частная экспедиция, финансируемая научным фондом из Великобритании. Команда молодых океанологов отправилась на катамаране, чтобы проверить старую легенду о мерцании воды, странном эффекте, когда поверхность океана будто бы вспыхивает и медленно затухает. Для измерений использовали мощные фотоэлементы на длинных выдвижных штангах, а также спектрометры, способные засекать любые колебания интенсивности света в ночное и дневное время. В итоге, более чем за 400 миль пути через центр треугольника не зарегистрировано ни одной нетипичной вспышки. Даже в периоды сильных приливов и отливов показатели оставались в среднестатистических пределах. Пожалуй, самым показательным стал рейс большого научного судна «Атлантис», проходивший через треугольник осенью 2023 года с группой международных экспертов на борту. В течение почти месяца они проводили круглосуточный мониторинг сразу по нескольким направлениям: электромагнитные поля, гидроакустические сигналы, биоакустические эффекты и состояние морской фауны. Специалисты проводили прямые сравнения с архивными данными, загруженными в бортовой сервер. Никаких совпадений с прежними аномалиями найдено не было. Даже пресловутые микровсплески акустических сигналов, которые раньше считались возможным проявлением работы неизвестной силы, полностью исчезли из спектра записей. Любопытно, что экипаж «Атлантиса» регулярно связывался по радио с десятками рыбацких и прогулочных судов, находящихся в регионе. Все опрошенные капитаны отмечали, за последние несколько лет не случилось ни одной истории о внезапном исчезновении навигационных сигналов, сбоях электроники или потере курса. Более того, многие рассказывали, что в последние сезоны район даже стал популярным у любителей морских путешествий. Никаких мифических запретов или дополнительных инструкций для прохода теперь не требуется. Не обошлось и без экспериментов с подводными роботами. Команда из Германии запускала глубинные зонды сразу в нескольких точках, чтобы проверить старые гипотезы о необычных разломах или выбросах газа со дна. Но изображения, записанные на глубине более 7000 футов, показывали только ровный рельеф морского дна, покрытого стандартным слоем осадочных пород, без признаков активных процессов и тем более без гигантских воронок, которые раньше подозревали в исчезновениях кораблей. Все эти прямые наблюдения и замеры, проведенные за последние 3 года, подытожили почти шокирующий вывод. Загадочная зона, породившая столько слухов и страшных историй, сегодня выглядит как обычный участок океана. Экспедиции подтвердили, что исчезновение Бермудского треугольника как области аномальных явлений — это не просто ошибка спутников или статистики. Даже самая современная техника, сотни часов прямых наблюдений и опросов, не выявили ни одного странного происшествия, ни малейшего намека на действие неизвестных сил.
Но если в море и на фото царит почти пугающее спокойствие, почему некоторые специалисты настаивают, что разгадка кроется в анализе радарных данных и тайнах черных ящиков из прошлого? Пока экспедиции прочесывали океан, а спутники сканировали поверхность, самые неожиданные детали стали всплывать в лабораториях при анализе радарных данных и записей с черных ящиков кораблей и самолетов. За последние 3 года именно эти технические архивы стали настоящей охотой для исследователей. В Национальном центре морской безопасности во Флориде собрали десятки устройств, сохранившихся с 70-х вплоть до недавнего времени. Каждое устройство — маленькая капсула времени, данные о скорости, маршруте, погоде и в некоторых случаях точные записи переговоров экипажа. Самые старые из этих устройств были подняты с морского дна инженерными роботами много лет назад, а новые поступили после рутинных сервисов у коммерческих судов. Специалисты создали огромную цифровую карту, на которой объединили данные старых и новых радаров, свели их с маршрутами всех исчезнувших и найденных кораблей. Один из самых интригующих случаев касался сухогруза, пропавшего неподалеку от Пуэрто-Рико в начале 90-х. Черный ящик судна тогда считался утерянным, но его обломки нашли только в 2019-м, когда очередная экспедиция обследовала дно с помощью дистанционного аппарата. После восстановления данных показало поразительный факт. В последнюю минуту движения корабля на радарах возникла серия импульсов, похожих на эхосигналы, которые не соответствовали ни одной известной морской аномалии. Инженеры НАСА провели анализ спектра, и выяснилось, что подобные сигналы отмечались у еще 3 исчезнувших судов между 80-ми и 2000-ми. Почти все они исчезли бесследно в течение нескольких минут после того, как на радарах появлялись эти странные всплески. Но вот что оказалось самым поразительным. За последние 6 лет в районе треугольника ни на одном корабле, ни на одном самолете, ни в одной метеостанции больше не зафиксировано ни одного подобного сигнала. Начиная с весны 2018 года, архивы электронных записей показывают абсолютную тишину. Даже в период самых сильных штормов цифровые черные ящики больших лайнеров сохраняли стабильные показания, без намека на загадочные импульсы или внезапные сбои электроники. Эта тишина прекрасно сочетается с данными спутников и морских экспедиций. Все подтверждает, что аномалия как бы внезапно выключили. Анализ радарных журналов с середины 80-х показывает другую интересную картину. Основные отклонения маршрутов судов, которые часто связывали с магнитными бурями или сбоями компасов, действительно концентрировались в пределах строго очерченного треугольника. В лаборатории Массачусетского технологического института провели цифровую реконструкцию сотен маршрутов, и каждая линия, которая выглядела неестественно изломанной, строго совпадала с теми зонами, где старые радары фиксировали необычные всполохи сигнала. Инженеры проверили эти траектории на суперкомпьютере, и выяснилось, до 2000-х годов каждое 4-е исчезновение сопровождалось теми самыми всплесками на радарах, после чего сигнал полностью пропадал. Однако с наступлением 2000-х, а затем и в последующем десятилетии, количество таких аномалий стало резко снижаться. Особенно заметен этот спад после 2015-го, цифровые журналы не обнаруживают никаких сбоев, даже при экстренных торможениях и разворотах судов в условиях плохой видимости. Современные черные ящики, получаемые с круизных лайнеров и рыболовецких судов, показывают образцовую работу навигационного оборудования, точную передачу данных, полное отсутствие скачков напряжения и внезапных отключений. Особое внимание вызвали аудиозаписи переговоров экипажей последних инцидентов, которые произошли до окончательного исчезновения аномалии. В них несколько раз встречались загадочные описания, тишина в эфире, исчезновение всех меток на локаторе, белый шум, который постепенно переходит в полную тишину. Но начиная с 2016 года все такие сообщения прекратились. Пилоты малой авиации, которых раньше часто настигали сбои радиосвязи на маршруте между Майами и Бермудскими островами, теперь уверенно проходят этот участок, не отмечая ни одной проблемы. Самое поразительное, что даже попытки искусственно вызвать сбой с помощью специализированных генераторов помех, установленных в научных целях на паромах в 2023 году, не дали никакого результата. Электроника устойчиво справлялась с тестами, а никакие экстренные импульсы не проходили дальше нескольких метров от корпуса судна. Экспериментаторы из Лондонского института морской техники подтвердили: современные системы не подвержены тем неконтролируемым всплескам, которые когда-то уносили в никуда крупные суда и самолеты.
Сводные доклады лабораторий США, Германии и Японии за последние 3 года показывают, автоматические предупреждения о магнитных и радиолокационных аномалиях с карт полностью исчезли, а алгоритмы распознавания не обнаруживают ни одной паттерна, похожего на старые загадочные исчезновения. Таким образом, анализ радарных данных и электронных журналов оставил специалистов не только без новых загадок, но и зафиксировал момент исчезновения прежней аномалии с потрясающей точностью. Там, где раньше техника фиксировала непонятные сбои, сегодня царит абсолютная прозрачность и стабильность. Казалось бы, в истории Бермудского треугольника наконец наступило спокойствие. Однако вопросы у научного сообщества только множатся, ведь объяснение, куда и почему ушли прежние опасные явления, пока так и не найдено. И именно этот новый пласт открытий вынудил ученых обратиться к самым неожиданным гипотезам, к обсуждению которых подключились даже военные ведомства. Когда поток новых данных перестал приносить хоть какие-либо зацепки, к разгадке исчезновения Бермудского треугольника подошли с еще большей тщательностью. Научные лаборатории и даже специальные отделы военно-морских сил США развернули целую кампанию по анализу феномена. В Национальной академии наук создали межуниверситетский консорциум для обмена всеми результатами, от спектрального анализа воды до архивов аэромагнитных сканирований за прошлые десятилетия. Там работали и физики-океанологи, и специалисты по спутниковым системам, и даже бывшие военные из аналитических подразделений. Главное требование — никакой фантастики, только цифры, только свежие протоколы. В начале 2023 года физики из Массачусетского технологического института опубликовали сравнительный доклад. Все когда-либо зарегистрированные всплески энергии, электромагнитные аномалии и загадочные скачки давления, отмечавшиеся в треугольнике с 50-х вплоть до 2000-х, аккуратно выстроились по времени в строго определенные периоды. Каждый подобный эпизод, будь то пропажа радиосигнала или срыв курса судна, почти всегда совпадал с определенной фазой солнечной активности. Эту связь подтвердили независимые группы из Калифорнийского университета и лаборатории НОАА. Но вот что удивило всех участников. Последние пики солнечной активности не сопровождались никакими аномалиями в районе треугольника, хотя в других частях Атлантики фиксировались типичные сбои. Тем временем военные аналитики опирались на собственные архивы. В доступные только по спецдопуску отчеты ВМС США попали десятки случаев, когда военные суда, проходившие через треугольник с середины 60-х до 90-х, внезапно теряли навигацию или переставали выходить на связь на несколько минут, после чего все возвращалось в норму. Подобные эпизоды всегда документировались как аномальный сбой неизвестной природы и даже обсуждались на закрытых совещаниях с техническими советниками флота. Но последних 15 лет ни одного подобного инцидента не зарегистрировано. Не только у американцев, но и в аналогичной статистике Королевского военно-морского флота Британии и сил береговой охраны Франции. Параллельно шли встречи ученых, проводивших сравнение характеристик воды и воздуха прямо в зоне треугольника и на соседних участках Карибского моря. В лабораториях Университета Майами и Океанографического института Вудс-Холл сделали несколько сотен анализов на наличие микроэлементов, редких изотопов, следов газов, которые могли бы объяснить загадочные сбои приборов. Ученые проверили десятки проб, отбирая воду на глубинах до 6000 футов. Все параметры оказались стандартными. Уровень кислорода, соленость, даже содержание редких металлов не отличались от других регионов. Исследователи исключили вариант с внезапным выбросом метана или сероводорода со дна, на который долгое время списывали целые серии исчезновений. Гораздо больше споров вызывали гипотезы о воздействии неких подводных течений или даже особых свойств морских вихрей. В конце 2022 года группа немецких и японских океанографов провела эксперимент. Они развернули вдоль всего маршрута треугольника цепочку из 15 автономных зондов, которые отслеживали скорость, температуру и направление всех течений на разных уровнях. За 3 месяца наблюдений не было найдено ни одного нестандартного течения, ни единого аномального круговорота, все соответствовало многолетним картам моря. Даже сильные шторма, которые обычно приводят к коротким сбоям в навигации, в последние годы никак не выделили треугольник среди других подобных по широте районов. Немало говорили и о возможности искусственного вмешательства. Военные эксперты проверили архивы на предмет любых экспериментов с подводными аппаратами, магнитными генераторами и даже возможных секретных тестов радиоэлектронного подавления.
Все такие операции, которые действительно проводились между 60-ми и 80-ми, проходили вдали от треугольника, либо были слишком малы по масштабу, чтобы повлиять на целый регион океана. К тому же, именно в последние 20 лет любые учения в этой зоне сократились до минимума. Флот и авиация США, Британии, Франции и Канады подтверждают, ни одной масштабной военной операции, которая могла бы служить причиной аномалий, здесь не проводилась. В итоге, по итогам ряда международных симпозиумов, куда входили представители научных и военных кругов, было однозначно зафиксировано: никаких следов искусственного или природного воздействия в последние 3 года не выявлено. Вопрос о природе прежней аномалии остался открытым, однако исчезновение феномена само по себе считается событием с беспрецедентно массовой документальной базой. Ученые сходятся на том, что если в прошлом в зоне треугольника и действовал неизвестный фактор, то сейчас он полностью прекратил свое воздействие. Военные солидарны, текущий уровень безопасности морских маршрутов не требует дополнительных мер, а личный состав годами не сталкивался ни с одной нештатной ситуацией. Дискуссии по поводу причин резкой деактивации Бермудского треугольника по-прежнему идут на закрытых заседаниях и научных форумах, но все имеющиеся данные сводятся к одному очевидному факту: все когда-то зафиксированные аномалии просто исчезли. Океан в этом районе стал похож на любой другой участок Атлантики, ровный, тихий, предсказуемый по всем параметрам. Ученые из разных стран продолжают делиться данными, но новых зацепок не появляется. Тем не менее, среди старожилов флота и опытных исследователей все еще встречается осторожное опасение. А вдруг загадка, которая так неожиданно ушла в тень, однажды напомнит о себе снова? Ведь спад исчезновений в последние годы оказался настолько резким, что даже самые прагматичные специалисты не спешат делать окончательные выводы. И именно динамика этого внезапного затишья сегодня вызывает главный интерес у тех, кто разыскивает последнее объяснение загадки треугольника. Подходя к тому, что произошло в последние годы с легендарным районом таинственных исчезновений, становится заметно главное: аномалия исчезла так же внезапно, как когда-то появилась. По данным страховых компаний Lloyd's из Лондона, количество заявлений на страховые выплаты по загадочным исчезновениям в районе между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико за последние 5 лет сократилось до 0. Для сравнения, с конца 70-х по ранние 2000-е ежемесячно фиксировалось не менее 2 инцидентов, связанных с потерей связи или пропажей судов. Теперь подобных случаев нет вообще, и эта статистика поддерживается всеми крупнейшими международными регистраторами происшествий. Оперативные отчеты Службы береговой охраны США за последние 6 лет подтверждают ту же картину. Ежедневные патрули, которые еще 15 лет назад выходили на экстренные поиски почти каждую неделю, теперь возвращаются с нулевой статистикой. Нет не только исчезновений, но и даже зафиксированных тревожных сигналов бедствия с координатами внутри треугольника. Аналитики Международной морской ассоциации отметили: впервые за всю историю навигационных наблюдений акватория Бермуд перестала выделяться по каким-либо параметрам аварийности. Даже при увеличении количества рейсов туристических лайнеров и появлении новых маршрутов частных яхт ни один капитан не сообщил о странностях в работе навигации или радиооборудования. Отдельного внимания заслуживает статистика авиакомпаний и метеослужб. Архивы Управления гражданской авиации США показывают: с весны 2018 года по сегодняшний день ни один самолет, пролетающий над треугольником, не подал ни одного доклада о магнитных аномалиях, сбоях автопилота или внезапной потере радиосвязи. Контрольные центры в Атланте и Майами ведут сквозной мониторинг воздушного движения. Все маршруты, включая трансатлантические рейсы, проходят штатно, параметры связи полностью соответствуют нормативам. Метеорологические лаборатории фиксируют стандартные показатели воздушных масс, никаких необычных вихрей, скачков температуры или плотности облаков, которые еще 10 лет назад тревожили пилотов, больше не отмечается. Транспортные компании, специализирующиеся на перевозке грузов между Южной Флоридой и Карибскими островами, также подтвердили полное отсутствие аварийных инцидентов. Менеджеры крупнейших судоходных операторов сообщили в профильные издания: за последние 5 лет через треугольник прошло более 2000 рейсов, и не было зафиксировано даже временной потери курса. Мониторы АИС, системы автоматической идентификации судов, показывают сплошные линии маршрутов, без характерных для прошлых лет разрывов и зон спонтанного исчезновения сигналов. Важны и данные страховых тарифов.
Специалисты страховой группы из Нью-Йорка рассказали журналистам. В 2019 году надбавки за прохождение зоны треугольника были полностью отменены. Проверка показала, что за последние 3 года не поступило ни одной заявки по страховым случаям, связанным с потерей судов, без следа в этом секторе Атлантики. Интересными оказались результаты работы новых автоматических буев и подводных дронов, выставленных Международным океанографическим институтом для непрерывного мониторинга. За последние 240 недель измерений с начала 2019 года ни один буй не зафиксировал аномальных скачков электромагнитного фона, резких изменений температуры воды или давления, а подводные камеры передавали только изображения стандартных течений и биологических форм жизни. Специалисты института заявили, зафиксированных отклонений не было даже во времена сильнейших тропических штормов. Стоит отметить и отчеты частных яхтсменов, путешествующих между Багамами, Флоридой и Бермудскими островами. По результатам опросов 2020 и 2022 годов, более 500 человек прошли через бывшую аномальную зону и не сообщили ни о каких аномалиях в работе GPS, радиосвязи или погодных условиях. Несколько энтузиастов даже предприняли попытки повторить маршруты исчезнувших в прошлом судов, специально фиксируя все технические параметры. Но их лодки успешно дошли до пункта назначения. Отчеты карибских рыбаков, еще лет 15 назад рассказывавших о ночных огнях на воде и странных шумовых феноменах, в последние годы полностью сменились на типичные рассказы о погоде, удачной рыбалке и встречах с дельфинами. Даже отчеты туристических агентств свидетельствуют о росте спроса на морские туры через легендарную зону, а это прямой показатель доверия к ее безопасности. Важное подтверждение пришло и из лабораторий концерна, разрабатывающего морской электроникой. Инженеры протестировали все новые поколения навигационных приборов, включая специализированные компасы и гидролокаторы, и не обнаружили у них сбоев при работе в районе, где еще 15 лет назад отмечалось массовое появление мертвых зон. Статистический отдел Национального бюро по безопасности транспорта опубликовал итоговый график за 2020-2023 год. Ни одной внештатной ситуации, связанной с навигацией, электропитанием или связью в пределах треугольника. Такое внезапное, почти синхронное исчезновение всех признаков старой аномалии породило множество пересмотров и международных обсуждений среди специалистов. Проводились внеочередные ревизии электронных журналов судов, массовые проверки работников портов на наличие недокументированных инцидентов. Все отчеты сошлись на одном. В последние годы Бермудский треугольник полностью потерял репутацию черной дыры для морского и воздушного транспорта. Даже самые закоренелые скептики вынуждены констатировать, исчезновение таинственной зоны не результат редактирования отчетности или пробелов в данных, а подтверждено десятками независимых источников. Морские карты, по-старому аккуратно размеченные зонами риска, лишились главного страшного пятна. Регион сегодня более безопасен, чем многие другие участки Атлантики, и поток судов и самолетов только растет. Однако, несмотря на такую беспрецедентную стабильность, официальные заключения всегда сопровождаются осторожной ремаркой. Причины столь резкой нормализации феномена до сих пор не ясны, ни одна из старых гипотез не получила окончательного ответа. Но если взглянуть на карту морских происшествий последних лет, именно здесь перед нами разворачивается пример того, как одна из самых загадочных страниц истории моря неожиданно закончилась не бурей, а спокойствием.